Здравствуйте. Мы еще подождем несколько минут, пока все присоединятся к нам через Zoom, а затем начнем. Ждем еще несколько секунд, пока люди войдут через Zoom. Отлично, начинаем. Спасибо всем за то, что присоединились к нам этим вечером. И добро пожаловать на публичную лекцию Геологического общества в рамках Года космоса под названием «Тайны облаков Венеры» с профессором Джейн Грифс. Итак, Джейн – радиоастроном и профессор Университета Кардиффа. А я Алисия Ньютон, директор по науке и коммуникациям в Геологическом обществе Лондона. И я буду вашей ведущей сегодня вечером. Мы знаем, что Венера похожа на Землю по размеру. Однако она славится вышедшей из-под контроля своей глобальной оранжереей. Она настолько горячая, что даже некоторые металлы плавятся на ее поверхности. Так что это довольно неочевидное место для поиска жизни. Однако облака Венеры потенциально могли бы стать убежищем для микробной жизни, если жизнь успела бы покинуть ее поверхность, как только планета начала катастрофически нагреваться. Но облака Венеры не похожи на земные. Они более сухие и кислые. Но в прошлом году Джейн и ее команда обнаружили молекулы под названием фосфин в верхних слоях атмосферы Венеры. На Земле фосфин вырабатывается жизнью. Кроме того, некоторые микробы могут существовать в очень экстремальных условиях. Итак, сегодня мы выясним, может ли фосфин указывать на какую-то форму жизни на Венере. Пока я сделаю традиционное объявление, прежде чем я передам слово Джейн. У нас в конце будут 10-15 минут для сессии вопросов. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, задайте их в поле для вопросов. И я их обработаю и задам докладчику. Постараемся побольше успеть. Видео будет также транслироваться в прямом эфире в Zoom и в YouTube и будет доступно для дальнейших просмотров. А теперь я хотела бы передать слово Джейн и поблагодарить ее за то, что она присоединилась к нам этим вечером. Большое спасибо Алисии и Бекке. Это удовольствие быть здесь рядом с вами сегодня вечером. Сегодня я хотела бы поговорить с вами о тайнах облаков Венеры, особенно с точки зрения поиска внеземной жизни. Давайте перейдем к нашему второму слайду. Я думаю, что Бекки все отлично контролирует. Итак, если вы рассматривали бы наши планеты издалека за пределами Солнечной системы, вы бы подумали, что Венера и Земля – две очень похожие планеты. Они похожи по размеру, а значит схожи и по гравитации. И такой наблюдатель, скорее всего, даже не подумал бы, что они могут быть радикально разными. Тем не менее, мы, населяющие Солнечную систему, знаем, что Земля пригодна для жизни. Жизнь встречается повсюду в океанах, на суше, даже внутри пород под нашими ногами. Ее развитию благоприятствуют погодные условия, вся климатическая система Земли в целом. Хотя в Кардиффе сегодня вечером, я бы сказала, могло быть и получше. С другой стороны, поверхность Венеры настолько разогрета, что объекты жизни должны были бы запечься и высохнуть. Но это не было так очевидно до относительно недавнего времени. Давайте мы перейдем к следующему слайду, где я сравниваю афишу фильма, вышедшего в 1960 году, с некоторыми научными данными, которые были опубликованы уже через год. Венера постоянно скрыта под облаками, и вы ничего не видите в видимом диапазоне длин волн света. И поэтому мы понятия не имели, на что может быть похожа ее поверхность. И было вполне логично предположить, что космический корабль может туда приземлиться и начать исследования. Я думаю, что сюжет фильма описывает ситуацию, когда вас преследует живое лавовое существо, ползающее за вами. Это, конечно, увлекательно, но очень скоро после этого произошло кое-что еще. Ученые, работающие на радиотелескопах, произвели измерение реальной тепловой температуры на поверхности Венеры. Поскольку радиоволны могут проникать гораздо глубже сквозь облака вплоть до поверхности и отражаться, то их можно записать и обработать. Как вы можете видеть в этой статье 1961 года, это был довольно сложный новаторский эксперимент. Они использовали комплекс ухищрений. Впервые был проведен уникальный эксперимент по наблюдению за планетой с помощью 18-метрового телескопа в Гарварде. Эти ученые попросили коллегу сделать некоторые расчеты, чтобы выяснить, что на самом деле означали полученные ими значения радиояркости.
И расчеты показали, что температура на поверхности Венеры составляет около 600 кельвинов, или более 300 градусов по Цельсию. Сейчас уже более точно установлено, что температура там еще выше на несколько сотен градусов. Это навсегда унесло надежду на наличие жизни на Венере. С этого момента ученые пришли к заключению, что на Венере произошел катастрофический парниковый эффект, вероятно, несколько миллиардов лет назад. Если мы перейдем к следующему слайду, то увидим иллюстрацию сравнения парниковых эффектов, которые на Земле довольно умеренные по сравнению с Венерой. Солнечный свет проникает в атмосферу Венеры, но не может выйти обратно из-за плотных облаков, так что эта энергия просто накапливается внутри атмосферы планеты. На Земле эффект проявляется значительно в меньшей степени. Хотя часть энергии блокируется ее облаками, однако большая часть отражается обратно или переизлучается от поверхности, то есть большая часть солнечной энергии снова уходит в космос. В случае с Венерой атмосфера сейчас почти полностью состоит из двуокиси углерода, одного из основных парниковых газов. Но вполне вероятно, что в начале геологической истории Венеры дела были намного лучше. Вероятно, у нее была более нейтральная атмосфера, но потом произошла потеря воды в результате каких-то космических процессов. А за счет некоторых из этих процессов образовывался и накапливался углекислый газ. Например, это можно связать с тем, что на Венере нет субдукции, потому что на Венере нет континентальных плит, а это означает, что углерод не захоранивается в недрах планеты, и поэтому он имеет тенденцию задерживаться в атмосфере. В результате вы получаете атмосферу из почти чистого углекислого газа. Из-за большого количества углекислого газа в атмосфере Венеры полученная энергия удерживается в виде тепла в атмосфере, что приводит к очень высокой температуре на поверхности планеты, делая ее непригодной для развития жизни. Как вы знаете, работа посадочных аппаратов рассчитывалась на несколько минут, может быть на полчаса, и то если повезет. Поскольку при таких температурах тонкие электронные компоненты, провода и тому подобное просто превратятся тут же в лужу расплавленного металла. Окей. Итак, что они нам передали? Почему нам Венера так все еще интересна? Вот одна из редких фотографий с поверхности, которая в нашем распоряжении. Это, кажется, фотография от зонда Венера-13. Советская космическая программа успешно посадила несколько аппаратов на поверхность Венеры. Они проработали не очень долго, но им удалось получить изображение запекшейся, вероятно, вулканической плоской поверхности. Глядя на нее, геологи, возможно, смогут сделать гораздо больше выводов, чем я. Помимо того, что поверхность Венеры выглядит сухим, жарким и не очень приятным местом, исследования с использованием климатических моделей и планетарных геофизических моделей показали, что такой поверхности по меньшей мере сотни миллионов лет. Иначе температура поверхности в любом случае была бы пригодна для жизни. Итак, прошло всего несколько лет после этого довольно разочаровывающего открытия, после которого отпала необходимость для отправки космической миссии туда для поиска жизни. Однако ученые, в том числе Моровиц и Саган, вышли с идеей, что облака на Венере не так уж плохи с точки зрения обитаемости жизнью. Хотя там и не на чем стоять, но температура и давление на самом деле вполне приемлемые. Около 273 градусов по Кельвину или около нуля по Цельсию. Речь идет о том, что в таких условиях не происходит замерзание, и атмосферное давление близко к земному. Так что некоторые детали, которые они описывали в своей статье 1967 года, остаются в силе. Я думаю, что мы не обязательно согласились бы с этим сегодня, так как капельки воды на дне облаков могут на самом деле быть каплями кислоты. Но многие из их аргументов, такие как загрязнители в атмосфере, остаются еще актуальными. Дело в том, что там не чистый СО2. В атмосфере присутствуют частицы, другие газы, а своеобразный цвет атмосферы может указывать на даже потенциально органические молекулы. Все это лежит в основе поисков жизни на Венере сегодня. Так что последующая работа во многом основывалась этой идеей 1967 года. И опять же, я полагаю, что мы сделали гораздо больше открытий в этой области. И это место оказалось более враждебным, чем они думали в 1967 году. Перейдем к следующему слайду. Окей. К своему удивлению, когда я искала материал об этом, было не так много научных экспериментов с идеей существования жизни в облаках. Но я нашла несколько очень интригующих открытий. Одно из них заключается в том, что в облачных слоях плавают частицы размером около миллионной метра или около микрона, и они эквивалентны крошечным формам жизни. А Моровиц и Саган в своей работе представляли себе микроорганизмы, объекты примерно такого размера. Но, конечно, это могут быть и другие объекты, но, по крайней мере, диапазон размеров верен для чего-то, что может плавать. И после того, как были проведены ультрафиолетовые наблюдения, было обнаружено, что в облаках Венеры есть эти дрейфующие темные пятна,
которые то появляются, то исчезают. Это иллюстрируется здесь на изображении по данным японского космического агентства JAXA, заснятым при длине волны ультрафиолетового излучения, немного короче, чем может видеть наше зрение. Их космический корабль Акацуки имеет прекрасный набор камер и находится на орбите вокруг Венеры, собирая такие данные. И было высказано предположение, что эти временные темные пятна могут быть даже чем-то вроде колоний микробов, которые как-то будут расширяться в размере, то сокращаться, вероятно, частично отмирая, а может частично преобразовываясь. Вот эта работа. Санджай Лимай тщательно исследовал эти пятна в ультрафиолетовом волновом диапазоне. Итак, вы узнали, что есть несколько косвенных признаков, которые могут быть связаны с плавающими организмами. Но нам явно нужны прямые подтверждения. Окей, общая идея, лежащая в основе этого, что Венера находилась немного дальше от Солнца несколько сотен миллионов, а может и миллиарды лет назад. Хотя, возможно, не настолько удаленно от Солнца, как Земля. Возможно, это происходило, когда Солнце в начале своей жизни было чуть прохладнее. И мы тогда могли бы иметь довольно благоприятные условия на поверхности Венеры, похожие на земные. И поэтому потенциально могло произойти отдельное возникновение жизни, отличной от земной. Организмы могли бы радостно ползать или прыгать на Венере. Но потом условия для жизни стали ухудшаться в результате усиливающегося парникового эффекта. Но, возможно, для жизни был путь спасения. Некоторые поверхностные организмы смогли адаптироваться. Они стали достаточно легкими, чтобы существовать независимо от поверхности. И в сущности смогли эволюционировать вверх, пока они не добрались устойчивой умеренной зоны в очень высоких облаках. Речь идет о высоте в 50 километров, примерно в 5 раз превышающей верхнюю часть земной атмосферы. Но это та зона, о которой говорили Моровиц и Саган. И совсем недавно моя коллега Сара Зингер и ее команда пришли к выводу, что там действительно может существовать жизненный цикл. Представьте, что вы микроорганизм, живущий в капельке. Вы можете двигаться по циклу, показанному здесь посередине. Опускаясь в более нагретые слои, вы переходите в состояние спячки, гибернации. А когда вы поднимаетесь обратно, вы оживаете в каплях теплой воды. Вы можете быть микробом, который начал деление. Некоторая часть популяции осядет ниже, другие воспарят еще выше. Но в физике существует потенциал устойчивого цикла. Окей, следующий слайд. Сара и ее команда изучили довольно подробно этот момент. Микроорганизмы могут существовать внутри капельки, где для них доступны металлы и другие питательные вещества. На диаграмме слева показана химия, происходящая внутри капельки. Внешняя сторона капельки защищает микроорганизмы от высыхания и смерти в высушенном воздухе. Таким образом, это не невозможно, так как мы знаем, что там условия крайне суровы. И здесь я хотела бы подчеркнуть, что суровы по сравнению с любой экстремальной средой на Земле. И это действительно плохая новость. На Венере в атмосфере существует слой серной кислоты, о котором я расскажу чуть позже. И тут речь идет не о небольшом количестве кислоты в воде, а о небольшом количестве воды в серной кислоте. А это совсем другие правила игры. Также важно учесть чрезвычайно сильные ветры, дующие на этих высотах. Хотя микроорганизм, которого носят на таких высоких скоростях, больше будет волновать отсутствие настоящей жидкой воды и чрезмерное количество серной кислоты. Получается, он будет жить в мире постоянной опасности обезвоживания и коррозии. Поэтому возможное существование жизни на Венере уже выглядит не столь многообещающе, как это было в 1960-х годах. Но в любом случае мы продолжили эти исследования и рассмотрели, какие вообще есть возможности. Как я мимоходом упомянула, на Земле существуют весьма суровые места, но и там некоторые организмы научились выживать. И поэтому ведется дискуссия, есть ли какая-то зона соответствия между этими земными экстремальными условиями и условиями на Венере. Так, чтобы мы, изучив такие взаимодействия организмов с агрессивной средой на Земле, мы бы получили представление о такой возможности на Венере. Считается, что самыми кислотными горячими источниками являются места, такие как Далальские источники в Эфиопии, которые имеют очень низкий уровень pH. Однако неясно, сравним ли pH на Венере с этими значениями, или является там еще более экстремальным. Итак, у нас есть такой пример, но у нас нет таких гиперацидофилов, левитирующих в земном воздухе.
Возможно, то, что мы делаем, это лишь одна из ступенек к пониманию всей реалистичной картины на Венере. Что ж, это нормально. Продолжая речь о Венере, можно сделать вывод, что чтобы изучить ее более детально, не обязательно посылать туда новые зонды. Наибольшую гибкость для исследований представляют собой телескопы, расположенные на Земле, а также на космических аппаратах, например, на Акацуки. Упоминая о спектрах, я имела в виду устройство, позволяющее разделить свет на цвета, установленных у объективов камер или телескопов. Обычно на графиках они изображаются таким образом. На графике, как показано внизу, по горизонтали цвет – это длина волны, а яркость по вертикали. Итак, если вы видите один из таких провалов в форме отрицательного пика, вы можете определить, что у вас там есть молекула. Потому что на данной конкретной длине волны данная молекула поглощает эту часть спектрального диапазона света, который в противном случае прошла бы к Венере дальше. Молекулы поглощают эту энергию, а затем ее расходуют на что-то вроде вращения, ускорения или вибрации. Именно так мы впервые обнаружили фосфин в космосе с помощью инфракрасных обследований. Так, изучая газовые планеты-гиганты Юпитер и Сатурн, в их атмосферах были обнаружены аммиак и фосфин, и это очень похожие молекулы. Аммиак – это молекулы из атома азота и 3 атомов водорода, а фосфин, по сути, находится на одну строчку ниже в таблице Менделеева. Вы подставляете вместо атома азота атом фосфора, и он может образовывать ровно такое же количество связей с водородом. Вот здесь проиллюстрирована молекула фосфина PH3, очень простое соединение фосфора с водородом. И это и не было особым сюрпризом для Юпитера и Сатурна, так как эти планеты в основном состоят из водорода. И если присутствуют следы других элементов, таких как азот или фосфор, то можно получить аммиак или фосфин. А в недрах атмосферы Юпитера и Сатурна, где высокое давление и высокая температура, эти реакции могут происходить естественным образом. Затем созданные соединения поднимаются в более высокие слои атмосферы через процесс конвекции. Однако, чтобы увидеть эти газы, необходимо исследовать верхние слои атмосфер планет. И это стало понятно в 80-х. Следующий слайд. Я действительно еще плохо разбиралась в этом, когда начала обдумывать это в контексте планет в Солнечной системе. У меня не было еще опыта в этой области, поэтому мне пришлось тщательно изучить эту тему. Что же на самом деле представляет собой молекула фосфина и как ее можно получить на планете, сходной с Землей? Это соединение не может образовываться естественным путем, поскольку на нашей планете окислительные условия невосстановительные. Потом у нас нет таких концентраций свободного водорода, и поэтому вы не сможете получить естественным путем фосфин. Мы получаем его только в химической промышленности. Я думаю, что он используется в качестве фумиганта или пестицидов. Я думаю, что это связано с созданием каких-то лекарств. Я тоже не эксперт в этом. Но главным источником фосфина являются микроорганизмы и в некотором смысле макроорганизмы, так как микроорганизмы, живущие в кишечниках пингвинов, производят фосфин. Таким образом, можно удаленно определить, куда пингвины перемещаются и обитают в Антарктиде по пингвиньему гуано. И это целое направление в науке. Я никак не ожидала, что прочитаю всю литературу о папуасских пингвинах, которые являются основным источником земного газообразного фосфина. Окей. Я думаю, что тогда я просто искала наугад, размышляя о Венере, исследованиях Солнечной системы и этой идее существования жизни в воздухе. Я задумалась, может ли фосфин также являться побочным продуктом таких парящих микроорганизмов, которые были предложены для облаков Венеры. Я немного сбила с толку публику этим пингвинам, что даже некоторые подумали, что они там летают. Конечно, нет, поскольку они просто падали бы с неба в зажаренном виде. Речь идет только о микроорганизмах, которые потенциально могут производить фосфин. Таким образом, фосфин стал рассматриваться как своеобразный признак жизни на планетах. Но когда я выдвинула эту идею, я рассматривала его только как признак жизни на Земле. И его вплотную начали изучать в 1990-х годах. Таким образом, мы пошли на риск с идеей искать фосфин на Венере, чего раньше никто не делал. И вдруг поняла, что это не потребует много ресурсов для таких наблюдений. Хотя я не особенно ожидала каких-то конкретных результатов. Мы полагали, что это просто интересно сделать. Почему бы не попробовать? Перейдем к следующему слайду. Итак, фосфин хорошо поглощает радиоволны длиной около 1 мм. И мне довелось поработать на этом телескопе. Он был построен в Великобритании,
и установлен на Гавайях, являясь международным объектом. Вот здесь фото радиотелескопа имени британского ученого Джеймса Клерка Максвелла. Он находится в куполе. По сути, это параболическая антенна, покрытая алюминиевыми панелями. Окей. Теперь обратите внимание, что слева. Здесь вы видите наш крошечный научный прибор, который мы использовали для наших наблюдений. Прибор был изготовлен за 20 лет до наших исследований. А маленький синий цилиндр посередине – это криостат. В нем используются сжиженные газы для охлаждения. Это надо, чтобы держать температуру достаточно низкой, чтобы не заглушать сигналы, поступающие из космоса. В приборе много электроники, которая измеряет поглощение волн и выдает конечный подобный графику, который мы только что увидели. Для масштаба здесь моя подруга Джесси Демпси. Она заместитель директора телескопа Максвелла. Окей. Моей главной задачей было упрашивать, можем ли мы поработать на телескопе еще несколько дополнительных часов. Ну вы, наверное, знаете, что такое маленький проект, и просить руководства, не смогли бы они накапливать данные для нас, чтобы нам не пришлось лишний раз совершать дорогостоящие долгие перелеты на Гавайи. И они нам просто ответили: окей, не вопрос, почему бы и нет. Таким образом, мы получили данные около 5 часов работы на этом радиотелескопе. Это было в 2017 году. Уже кажется, что это было очень давно. Окей. Я должна упомянуть саму гору Мауна-Кеа, где велось наблюдение. Эта гора, где стоят телескопы, очень важна для астрономии. И в частности, здесь расположен телескоп Максвелла с корпусом в форме жестяной банки, справа на картинке. Но это место также очень важно для жителей Гавайев, особенно для коренных жителей Гавайев. Вершина горы является священным местом захоронений. И хотя мы близко к ней не подходим, мы очень благодарны за возможность использовать это место для наших экспериментов. После того, как мы побывали там и поработали, я понимаю, почему местные считают Мауна-Кеа, Белую гору, особенным местом. Поэтому мы чувствуем себя очень привилегированными, потому что именно там мы провели этот очень особенный эксперимент. Позвольте мне показать вам результаты нашего эксперимента на следующем слайде. Пусть это и выглядит немного беспорядочно, но это похоже на спектры, которые я вам показал ранее для планет-гигантов. Однако тут было намного сложнее. Нам пришлось создать компьютерную модель, чтобы определить, как должен выглядеть зубчатый спектр поглощения. Он показан пунктирной красной линией. Затем мы немного обработали данные, учитывая реальную цепочку обработки сигнала, чтобы получить конечный результат, который представлен сплошной красной линией. Затем мы сравнили полученные графики с реальными данными, полученными за 5 часов работы на телескопе. На этот раз все было гораздо более сложнее, чем мы это делали раньше. И обработка данных заняла немало времени, около 1,5 лет. Вы можете увидеть некоторое соответствие между черной гистограммой и красной V-образной впадиной. Это довольно не очень очевидный сигнал, но он имеет огромное значение. Как я уже говорила, моя команда была потрясена этим открытием. Мы думали, что получим лишь рутинные данные, дающие представление о том, что количество фосфина не так велико. Такого внушительного легкого успеха, как подтверждение его наличия, мы даже не ожидали. Это было поразительно. И мы продолжили исследование и попросили разрешения использовать более мощный набор телескопов, а не только один. Следующий слайд. Нам разрешили поработать некоторое время на атакамской большой антенной решетки миллиметрового диапазона ALMA, комплексе миллиметровых и субмиллиметровых радиотелескопов под руководством его директора. Этот комплекс телескопов намного мощнее, потому что на нем работают одновременно более 40 телескопов с размером, схожим с телескопом Джеймса Максвелла. Они скоординированы и работают как единый огромный телескоп. Вот их фотография, и она охватывает не весь комплекс, растянувшийся на километр или около того. Это действительно мощный инструмент, и с его помощью мы получили еще дополнительный массив данных после 1,5 часов работы по Венере. Продолжим и посмотрим, как это выглядело. Окей. Мы столкнулись с огромными трудностями, но спустя пару лет нам удалось все преодолеть. ALMA – это самый современный инструмент, который обладает большой гибкостью в выполнении нескольких задач одновременно. Верхний спектр – это нечто, чего мы раньше не знали. А другая пунктирная линия – это модель, созданная компьютером, которая показывает, как все должно выглядеть. Это, по сути, редкие водяные пары в атмосфере Венеры, но в форме, где один из атомов водорода заменен более тяжелым атомом дейтерия. Таким образом, это тяжелая вода или дейтерированная вода. И вы можете увидеть достаточно четкий V-образный провал.
И мы убедились, что техника работает корректно. Затем мы рассмотрели данные касательно фосфина. И вы можете увидеть там очень похожий провал. Это выглядело довольно убедительно. И мы даже смогли обнаружить другую молекулу, диоксид серы, которая очень важна для атмосферы. Мы не смогли засечь ее характерные пики на длинах волн ее поглощения, так что мы ее фактически не обнаружили, но получили какие-то ограничения по ее наличию, которые показаны красной линией. Так что там мог быть небольшой вклад диоксида серы в синюю область спектра, но ограниченный этой красной линией. Так что, скорее всего, у нас здесь смесь газов. Здесь сильная линия равновероятностно может относиться к двум молекулам. И в этом очень трудно разобраться. Но для наших исследований мы можем исключить ненадежное определение этого соединения из данных. Итак, в результате мы получили действительно значимое обнаружение фосфина, что было довольно удивительно. Была проведена невероятно трудная работа. И когда этот график появился на экране компьютера поздним вечером, мы были просто в восторге. Окей, если мы посмотрим на следующий слайд. У нас есть только одна длина волны, хотя мы используем разные телескопы. Золотым стандартом было бы наблюдать вторую длину волны, но это действительно трудно, потому что многие из этих длин волн блокируются атмосферой Земли. Мы можем только констатировать, что у нас есть очень точное совпадение с ожидаемой длиной волны. Однако мы не просто так выбираем близкое значение длины волны, оно попадает в пределы допустимого. Как вы видите, это значение волны находится прямо в лузе этого пика на графике. И как я показала вам, возможно, существует небольшое смещение в другом месте из-за возможного поглощения диоксидом серы. И там пик не настолько приближен к эталонному и не настолько выражен, как нужно. Но наилучшим кандидатом для этой линии поглощения при длине волны 1,1 мм является фосфин. Конечно, эта интерпретация фосфина может быть оспорена, если вдруг у кого-то найдется неопубликованный каталог других молекул, поглощающих вокруг длины волны в 1 мм. И если альтернативная молекула характеризуется простым спектром с очень сильной линией поглощения на нашей определенной длине волны, то милости просим. И мы согласимся, что это не фосфин. Но я полагаю, что это весьма маловероятно, чтобы кто-то до сих пор не опубликовал подобные каталоги. Хотя мы сейчас действительно пытаемся получить и другие линии для подтверждения нашей фосфиновой интерпретации. Но я лично думаю, что вероятность, что мы не правы, очень низкая. Окей, перейдем к следующему слайду. Итак, наше открытие линий фосфина для нас было совершенно неожиданно. Команда под руководством Ракеша Магула в США пришла в восторг, когда мы объявили о нахождении фосфина. И они случайно нашли данные одного из ранних инструментов на аппарате НАСА «Пионер Венера», который посетил Венеру в 1978 году. Аппарату «Пионер Венера» действительно удалось достичь облаков Венеры. По мере пролета он отбирал образцы газа и пропускал их через масс-спектрометр, чтобы определить, какие там присутствуют молекулы, ионы и ионизированные молекулы. Они определялись на основе их массы. А эти измерения дают немного неоднозначные результаты, так как молекулы H2S и молекулы PH3 по массе отличаются незначительно. Также незначительно различие изотопов серы в H2S. Выполнив некоторый очень сложный анализ, в поисках фосфина и заряженных ионов фосфина, таких как PH2+, исследователи пришли к уверенному заключению о присутствии сигнатуры фосфина в венерианских облаках. Эту сигнатуру ранее принимали за H2S. По этому сигналу главной составляющей был фосфин. И это было практически лучшее обнаружение. Вы можете видеть по показателям ошибок, что подобная уверенность соответствует золотому стандарту 5 сигм, если вы привыкли к такой терминологии. И наши данные тоже соответствуют этому стандарту. Так что это было потрясающим успехом. Один из инженеров, участвовавшим в миссии «Пионер Венера», теперь активно помогает Ракешу Магулу в этих исследованиях. Этим данным уже более 40 лет, а он в них очень хорошо разбирается. Перейдем от вопроса, является ли измеренное вещество фосфином, к вопросу, если это правда, что же мы можем из этого извлечь? Сейчас мы пытаемся выяснить, находится ли его источник в облаках или где-то еще. Давайте посмотрим на вертикальный профиль сквозь облака на моей достаточно спешно составленной диаграмме справа. Результаты наблюдений на длине волны поглощения в 1 мм показаны на затененной полосе в верхнем правом углу. Но на самом деле такие наблюдения более подходят для изучения более высоких слоев холодной атмосферы, не очень подходящие для жизни микроорганизмов. Такие измерения менее чувствительны к облакам. С помощью них был зафиксирован определенный сигнал с высоты примерно 56 км и выше. Доступные данные инфракрасных наблюдений указывают на то, что фосфин не был обнаружен из-за низкой чувствительности прибора.
Но такой отрицательный результат не относится ко всем облакам в целом, а только к верхушкам облаков. А это дает нам дополнительную информацию. Кроме того, фосфин искали в данных аппарата «Пионер-Венера» для высот между 51 и 61 километрами, там, где он успешно погрузился в более глубокие слои атмосферы. Я думаю, что нам не удалось получить те данные, на которые мы рассчитывали. И учитывая это и взяв наши радиоастрономические определения фосфина, постараемся ответить на вопрос. Присутствует ли фосфин в облаках? Если он образовался в облаках, то, вероятно, может конвективно подниматься и выше. И его можно будет зафиксировать на больших высотах. Это можно проверить с помощью моделей атмосферы Венеры с учетом этих эффектов. Окей, так переходим к следующему вопросу. Если это каким-либо образом связано с жизнью, то можно ли ожидать, что молекулы фосфина будут там постоянно? Так что если мы обнаружили год, когда там действительно не было фосфина и все погибло, то это вовсе не означает, что все там может каким-то образом восстановиться. Как если бы вы почти уничтожили биосферу на долгое время, или она ушла в своеобразную спячку, но по прошествию некоторого времени все могло бы залечиться. Вдруг этот пульсирующий сигнал фосфина вовсе не связан с устойчивой биосферой или ее местом обитания в облаках. Могут ли такие пульсации содержания фосфина воспроизводиться каким-то другим естественным процессом? И давайте рассмотрим это поподробнее, мы очень усердно искали. В нашей статье об этом открытии фосфина, а также в нескольких статьях, которые были опубликованы после этого, мы рассматривали вопрос существования какого-то другого естественного источника молекулы фосфина. Мы сами довольно скептически отнеслись к нашему подходу. Ведь PH3 – это довольно простая молекула. Насколько же трудно ее создать? Оказалось, что на планете, где нет доступного свободного водорода, это действительно сложно. Одна из поданных идей – это вулканические выбросы газов. Мы знаем, что на Венере есть вероятность активных вулканов. Но из-за того, что на Венере нет континентальных плит, они могут быть довольно небольшими по сравнению с самыми крупными вулканами на Земле. И до сих пор не ясно, являются ли крупные вулканы Венеры, которые можно наблюдать со спутника, активными. Есть, по крайней мере, одно наблюдение о неком горячем пятне на поверхности, которое появилось, но затем исчезло. И оно действительно выглядело как признак массивного лавового излияния. И его мы планируем исследовать в будущих космических миссиях. Особый интерес в поиске источников фосфина заключается в том, что считается, что фосфин может выделяться из жерл вулканов на Земле. Это связано с тем, что при извержении глубинного вещества из жерла вулкана в выбросах могут содержаться фосфорсодержащие соединения, а также присутствие ювенильной воды. Но для Венеры, поскольку ее поверхностные слои очень сухие, присутствие воды маловероятно. И этот вопрос предстоит еще выяснить. Стоит также учитывать, что газ может реагировать с другими соединениями по пути вверх в извергнутом вулканическом шлейфе, и поэтому этот газ может и не достичь облаков. Если он исходит с поверхности в виде фосфина, вам, возможно, придется пробивать вулканический шлейф сквозь мощный слой облаков до высоты более 50 километров. Так что это будет весьма впечатляющее зрелище. Окей, мы и другие команды как следует просмотрели эти варианты. Окей, мой коллега Уильям Бёрнс сейчас заканчивает расчеты. В целом, если эти извержения могут достичь облаков, то это возможно. Но для этого требуется, чтобы магматическое вещество поднялось из очень глубоких слоев мантии с таким огромным количеством газов, чтобы пробиться сквозь мощный слой облаков. И пока в целом эта идея выглядит малоправдоподобной. Но нам еще нужно дождаться завершения этих расчетов. Но пока никто из нас не думает, что это глубинное мантийное вещество, которое напрямую попадает в облака. Скорее всего, его подъем вызывает поверхностные извержения. А они не так благоприятны для создания фосфидов, которые затем могут реагировать с кислотными облаками с образованием фосфина за счет реакции фосфидов с концентрированной серной кислотой. Итак, в этом контексте расчеты Уильямса показывают, что требуется слишком большой объем магмы для этого эффекта. И его бы мы заметили. Выяснилось, что даже если бы не было бы выбросов в атмосферу, мы бы все равно обнаружили огромную вулканическую постройку. В качестве такого примера можно привести самый крупный вулкан в Солнечной системе – вулкан Олимп. Это выдающаяся деталь рельефа на Марсе. За 10 лет работы на орбите Венеры аппарата Акацуки, несомненно, было бы обнаружено такое извержение впечатляющих масштабов. Вот здесь есть хороший аэрофотоснимок деканских трапов. Их катастрофическое излияние было грандиозное вулканическое событие, которое заняло длительный период в истории Земли. Его масштабы вы видите на карте. Трапы покрыли значительную часть Индии. Их масштабы трудно не заметить. Поэтому я бы напрочь отбросила эту гипотезу в сторону, поскольку таких масштабных извержений мы сейчас не видим,
Соответственно, таким фосфиновым вкладом можно пренебречь. Идея о том, что современная Венера невероятно вулканически активна, звучит увлекательно, но на данный момент на основе имеющихся доказательств мы склонны считать ее маловероятной. Окей. И мы возвращаемся к идее о связи фосфина с жизнью, которую мы далее будем дорабатывать более детально, чем Моровиц и Саган. Казалось, что это также маловероятно. Поэтому Уильям предложил своего рода химический термодинамический процесс для соединений, которые могут попасть в облачную каплю, даже если pH находится на очень низком уровне отрицательный. Он показан здесь. Итак, вот среда, в которой доминирует кислота. Синим показана ячейка, в которой происходят узнаваемые химические процессы. Их побочным продуктом является газообразный фосфин. Далее фосфин просачивается в атмосферу и обнаруживается нашими приборами. Но теперь перед нами одна из реальных уязвимых точек всей идеи. Если вы находитесь в среде с низким содержанием водорода, ваш организм, возможно, не захочет избавляться от водорода. Он скорее захочет избавиться от фосфора. А известны такие среды на Земле, которые относительно пригодны для жизни. И это жизнь – источник фосфина. Существует ряд предложений о том, почему это происходит. Возможно, это связано с балансом энергии для организма. Возможно, высокая токсичность выделяемого фосфина этих микроорганизмов защищает их от конкурирующих колоний микробов. Отравляя их, они становятся победителем в этой гонке на выживание. Мы еще не знаем вообще, возможно ли что-либо подобное на Венере. И я хочу подчеркнуть, что условия там невероятно суровые. Мой коллега из Кембриджа Пол Ример провел повторные расчеты идеи о том, что кислотность облаков Венеры настолько чрезвычайно высока, и pH достигает отрицательных значений. По его предварительным заключениям не исключено, что есть капельки облаков, которые состоят главным образом из воды и с 5–10% серной кислоты. А это уже более напоминает кислотные источники Далал-Спрингс на Земле, в которых обнаружена жизнь. Это очень свежее исследование, проведенное всего лишь несколько месяцев назад, поэтому нужно все еще раз тщательно проверить. И в этом случае у вас останется проблема, что вокруг не так много воды. То есть это может быть очень хрупкая среда обитания для микроорганизма, живущим капельки воды в очень маловодной среде. Что ему делать, если вода испарится, а другой воды под рукой нет? И, наконец, я подхожу к выводам. Когда мы объявили о наших открытиях, нас ошеломил интерес людей к этой теме. Большинство из отзывов были благожелательными. Я получила несколько замечательных писем. Вы знаете, это когда разговариваешь с маленьким ребенком, и ребенок очень воодушевлен. И вы знаете, что это было действительно мило. Был поток мемов. Один из них, как ученые отвлекаются от Марса и думают о фосфине. Мне следует сказать, что некоторые члены сообщества проводят удивительные эксперименты, отправляя космические аппараты на Марс. Так что я немного расстроена наличием конкурирующей планеты. Но, как вы знаете, нам необходимо делать все возможное. Я думаю, что нужно, чтобы все больше и больше телескопов получало спектры с планеты, так как это дает нам больше информации для интерпретации. Мы сами проделали еще третье измерение, опять на телескопе Джеймса Максвелла, но уже с использованием нового научного инструментария. Так что мы действительно рады этому. Мы опять использовали ту же длину волны. Но на этот раз разрешение прибора в 3 раза лучше. Нам надо также больше уделить внимание изучению воздушной среды, которая существует в атмосфере Земли. Ее очень сложно изучать. Но считается, что в этой среде существуют организмы, которые размножаются и перемещаются по атмосфере Земли. И их жизненный цикл может быть независим от твердой поверхности планеты. Им вообще не нужно садиться на поверхность для того, чтобы получить питательные вещества или что-то в этом роде. Их очень сложно изучать, потому что они очень хрупкие, поэтому их нелегко отобрать. И теперь вы знаете, даже на горных вершинах или на самолете можно вести такие захватывающие исследования. И сейчас в производстве много космических миссий, нацеленных на Венеру. Я думаю, что это скорее совпадение. Некоторые новые миссии, я думаю, уже вероятно утверждены. По их планам они собираются спуститься сквозь облака, взять пробы атмосферы, проанализировать поверхность Венеры, посмотреть наличие активных вулканов, проверить, существовала ли когда-либо тектоника плит и многое другое. Следующий слайд – это иллюстрация такой миссии. Это действительно волнующе видеть такой уровень интереса. Rocket Lab – это частная космическая компания, у них есть свои собственные ракеты. И они планируют в ближайшее время сбросить свой очень маленький зонд вниз сквозь облака на Венере. У Индии и Объединенных Арабских Эмиратов тоже есть подобные эскизные проекты. Хотя они еще официально не объявлены и под них пока не выделено финансирование. Руководство НАСА поддержало 2 миссии, одна из которых является исследовательской,
а другая больше картографической. Это Веритас и да Винчи в конце этого десятилетия. И у Европейского космического агентства ИЭСа тоже есть планы в дальней перспективе на одну миссию среднего класса на Венеру и миссию Envision. Миссия Envision даст много информации об атмосфере и поверхности. Envision довольно крупная миссия. Сейчас она находится в стадии проектирования и конструирования, ее запуск планируется примерно через 10 лет. Теперь перейдем к самому последнему слайду. На последнем слайде я просто хотела показать вам участников нашей команды, чтобы вы понимали, что это действительно разносторонняя команда, работающая в нашем проекте. Многих из этих людей я никогда не видела лично. Но они дали фантастические результаты в нашей работе, привнося всевозможные полезные навыки из областей биохимии, физики атмосферы и анализа данных. Это буквально вся команда, которая была связана с открытием. Вы можете увидеть некоторых людей у телескопа внизу. Вот там леди, вторая слева в нижнем ряду, которая получила для нас эти потрясающие данные по фосфину. На тот момент она была магистранткой, выполняющей рутинную работу на телескопе. Так что я думаю, что это прекрасная иллюстрация того, как наука может работать и достигать чего-то благодаря сотрудничеству. Вернемся к красивой картинке будущих миссий. И, пожалуй, все, я готова ответить на ваши вопросы. Большое спасибо. Спасибо. Это было увлекательное путешествие по облакам Венеры. Напоминаю, если у вас есть вопросы, задавайте их в поле вопросов и ответов. Начну с моего собственного вопроса. Может ли существовать другая молекула, по которой можно утверждать, что это был фосфин, и она производится тем же процессом, и которую можно зафиксировать? Да, мы теперь начинаем думать, что аммиак, о котором я упоминала ранее, NH3, также может быть произведен организмами. Нам приходится уделять гораздо больше внимания, чем ранее этим ацидофилам, а они и так довольно таинственны даже на Земле. Но аммиак выглядит вполне вероятным кандидатом. Еще, конечно, метан, он изучен гораздо лучше в контексте, например, ранней Земли. Ученые очень много изучали метан на Марсе. Метан, CH4, может продуцироваться организмами метаногенами. Метан также может выделяться в результате текущей и даже прошлой вулканической деятельности. В случае с Марсом ученые обнаружили на поверхности редкие следы метана, которые, кажется, выбрасываются из-под Земли. Но их источник в настоящее время очень трудно определить, пока вы не отправите туда аппарат, который смог бы зарыться достаточно глубоко под поверхность. Так что я лично очень взбудоражена этой новостью. Однако со следами метана на Венере не все ясно. Вероятный след метана был зафиксирован зондом «Пионер Венера», о котором я упоминала, запущенного в 1978 году. Но в этом случае говорить об этих следах следует с очень большой осторожностью. Поскольку, как говорят, что космический аппарат перед отправкой был очищен с помощью чистящего раствора, а это органическое соединение с углеродом. И, возможно, метан мог быть искусственным продуктом. Так что да, безусловно, есть другие газы, которые мы можем искать с помощью хорошо спроектированного и, возможно, несколько иначе очищенного аппарата, предназначенного для будущего эксперимента по обнаружению жизни на Венере. У нас есть несколько вопросов по возвращению на Венеру. Если там существует жизнь, то какое оборудование нам нужно для ее определения, и как нам защитить эту жизнь? Да, возможен целый ряд прорывных инструментов, о которых я думаю. О том, что они планируют отправить, будет объявлено довольно скоро. Есть множество способов для взятия образцов газов. Эти современные приборы будут намного более совершенными, и которые позволят распознать больше различных соединений. Хотя я не являюсь экспертом в этой области. Есть даже возможность послать что-то вроде лаборатории в одном чипе. Такие технологии используются при чрезвычайных ситуациях на Земле, когда спасатели не могут попасть в места, где надо обнаружить организмы, опасные утечки газа или что-то в этом роде. Таким образом, если искать, то, по сути, нужно искать ДНК с помощью компактной технологии, которая может быть отправлена на Венеру. Так что она должна быть, очевидно, очень тщательно защищена от суровой среды. И, конечно же, может быть, что там нет ничего подобного ДНК, поэтому, вероятно, нужно будет искать разложенные сложные органические соединения. Я даже слышала о предложении отправить туда миниатюрный микроскоп. Подвесить это микроскоп на воздушном шаре или что-то в этом роде. Ты знаешь. Я с нетерпением жду фотографию жука, который будет махать в камеру. Это было бы здорово.
Знаем ли мы что-нибудь о том, какой была атмосфера или условия до парниковой катастрофы? Да, это не просто реконструировать. Для этого исследователи используют различные модели глобального климата. В частности, разработаны модели глобальной циркуляции. Но они скорее предсказывают, как ведет себя климат Земли. Метеорологи могут использовать эти модели для исследования Венеры. И тогда можно было бы откатить время назад, чтобы понять, что тогда происходило. Однако трудность заключается в том, чтобы понять, как поверхность изменилась со временем. Например, глобальное вулканическое преобразование поверхности, произошедшее около 700 миллионов лет назад, могло перекрыть предыдущую поверхность. А взаимодействие между поверхностью и атмосферой очень важно. Насколько я понимаю, без информации о характере поверхности в прошлом, мы точно так же столкнемся с трудностями определения климата применительно для Земли. Ведь у нас тоже есть очень древние реликтовые породы из архейского периода. И в них можно найти очень ранние признаки жизни, такие как органические окаменелые маты и тому подобное. А такой возможности у нас нет для Венеры. Я хоть и немного сумбурна, но я надеюсь, что ответила на некоторые из этих вопросов. Вопрос. Вы предположили, что у жизни может и не быть ДНК или чего-то в этом роде. Есть ли у вас какой-нибудь образ той жизни, которая может производить этот фосфин? Мы придерживаемся современного определения объекта жизни. Мы представляем, что это некий вид мембраны, который сохраняет химические соединения, необходимые для жизни внутри себя. Также было подмечено, что для этого может потребоваться что-то вроде экзоскелета, возможно, с оболочкой из атомов серы, которая очень хорошо сопротивляется внешней коррозии. Сейчас мы только начали делать расчеты размеров этих объектов. Вероятно, сказался этот эпизод с неудачным падением пингвина. Нам надо рассчитать, насколько объекты жизни должны быть тяжелыми, чтобы они могли парить в атмосфере. Мы пытались сделать этот объект примерно такого же размера, как маковое зернышко или как тихоходка. Тихоходки – это крошечные организмы, живущие в земной воде. Но вы, конечно, правы. Мы не слишком четко обдумали этот образ. И если у кого возникли наброски, милости просим. Ну, я думаю, в таком случае вы скорее получите множество тихоходок, покрытых серой. И мы тогда решим эту задачу. Я полагаю, что кто-то позвонил из японской викторины, чтобы спросить, что же случилось с пингвинами. И теперь нам пришлось срочно искать ответ. Надеюсь, мы частично с этим справились. Хорошо. Пожалуйста, продолжайте задавать вопросы. Вот еще один вопрос. Позвольте узнать, известны ли вам микроорганизмы на Земле, которые обитают всю жизнь в атмосфере, кроме тех, которые подняты с поверхности? Да, это действительно жизненно важный вопрос. Сегодня ученые считают, что существуют самовоспроизводящиеся микроорганизмы, которые попадают в наши ловушки на больших высотах помимо высушенных экземпляра. И эти микроорганизмы могут перемещаться, пересекая континенты. Таким образом, на данный момент мы полагаем, что существует целая тонкая активная биосфера, приуроченная к этому слою и действующая как единый организм. И я не помню их общий объем. Для высоких слоев нашей атмосферы это составляем что-то около объема ведра. Поскольку там очень холодно, то темпы размножения и все такое должны быть весьма медленными. Я думаю, что мне больше нечего сказать на этот счет. Но текущее мнение, и вероятно оно может дискутироваться, заключается в том, что существует настоящая атмосферная биосфера. В том смысле, что известно, что большинство потенциально обитаемых мест на Земле, кажется, уже заселены. Например, глубоководное морское дно, водные карманы высокого давления под многокилометровой толщей пород и тому подобное. У нас прошло достаточно времени для того, чтобы живые организмы постепенно смогли приспособиться к столь экстремальным местам. Так что идея о воздушной биосфере для меня не выглядит особенно сумасбродной. Такие объекты просто сложно изучать. Хотя эта среда выглядит даже более враждебно, чем водные карманы на глубине 2 километров под морским дном. И еще один вопрос. Есть ли у нас материалы, которые позволили бы посадочным модулям на Венере подольше сохранять работоспособность, чтобы мы могли от них получить еще побольше битов ценных данных? Да, работы ведутся в этом направлении. Температура на Венере плавит только металлы вроде свинца, у которого довольно низкая температура плавления. Но я полагаю, что в наши дни можно получить некоторые синтетические соединения, специально предназначенные для таких температур, с которыми можно добиться, чтобы аппарат смог даже двигаться, чтобы работала оптика камер, много других сложных вещей. Но это, конечно, непросто.
Честно говоря, я больше слежу за планами касательно облаков. А там важнее материалы, выдерживающие высокую кислотность, а не жару, и такие материалы есть. Так что есть несколько действительно хороших предложений для миссий. Например, использовать долговременные полеты воздушных шаров с широким набором научных экспериментов. Уже сейчас ученые говорят о миссиях, которые могут продлиться месяцы или около того. Поэтому иногда люди спрашивают меня, могут ли туда слетать астронавты. И я полагаю, что в принципе они могли бы жить в гондоле на воздушном шаре, но все равно это было бы довольно рискованно. Какой эксперимент вы больше всего хотели бы провести? Признаюсь, я немного разрываюсь между возможными вариантами. Я имею в виду, я думаю, что в краткосрочной перспективе я хотела бы, чтобы кто-нибудь воспроизвел фактический отбор проб в атмосфере Венеры с помощью масс-спектрометров и доказал, что это точно фосфин. И поставить такой эксперимент не будет слишком сложной задачей для современного инструментария. Я думаю, что я в равной степени была бы в восторге от идеи, чтобы просимулировать венерианские облака и показать, что там возможна жизнь. А это, очевидно, весьма сложно. Я думаю, что нельзя просто взять и поместить организмы в ящик, продуть воздушным потоком с кислотой и ожидать, что они мгновенно начнут эволюционировать. Но можно использовать симуляции и изучать неожиданную адаптивность, как, например, организмы, найденные на внешней стороне Международной космической станции и в самой станции. Я уверена, что микроорганизмы могут быть жизнеспособными даже в условиях безвоздушного пространства, подверженного жесткому облучению. Ведь существуют такие загадки, как радиоурановая бактерия. Она вполне счастливо живет на атомных электростанциях. И ей не важно, если гамма-лучи расщепляют ее ДНК. Она находит, по-видимому, синтетический способ связываться снова. Было бы здорово провести эксперимент и узнать, как можно расширить пределы организмов и проверить, насколько осуществима эта идея. Думаю, задам еще один вопрос, относящийся к условиям на Венере. Существуют ли заметные колебания температуры между дневной и ночной стороной, а также в зависимости от времени года на Венере? Заметных различий не наблюдается, поскольку Венера очень медленно вращается вокруг своей оси. С другой стороны, атмосфера планеты вращается быстрее ее поверхности, что объясняется высокими скоростями воздушных масс. Так что если вы организм или молекула газа в атмосфере, вы возвратитесь обратно на свою исходную точку примерно через 4 или 5 земных дней. Это означает, что любые вариации, которые появляются, быстро сглаживаются этими потоками ветра и также газами, распространяющимися сверху вниз. Недавно я познакомилась с работой, где исследователи говорят о возможности сильных воздушных потоков, идущих вверх от поверхности, которые могут вызывать некоторые изменения в атмосфере. Но в целом атмосфера Венеры гораздо более однородная, чем на Земле. Облачность также имеет однородное распределение. Температура в атмосфере к полюсам немного ниже, но незначительно. И у нас есть еще один вопрос. Есть ли у вас рекомендации для людей, которые хотят узнать больше о космических исследованиях, астробиологии? Какие источники можно порекомендовать? Вы должны обращаться ко всем доступным источникам. Извините, мне следовало бы немного лучше подготовиться к такому вопросу. Также существует Европейская сеть астробиологии и, конечно же, Центр астробиологии в Великобритании в Эдинбурге. У них есть очень хорошие веб-сайты с ресурсами, также порекомендую веб-сайты космических миссий. Вы можете заглянуть на веб-сайты Insight, Da Vinci и Veritas, чтобы узнать подробности о аппаратах и их миссиях. Все они имеют общедоступные ресурсы, где можно найти хорошие объяснения или задать вопросы ученым. Мы любим получать обратную связь от людей, особенно от молодых или тех, кто начинает учиться в более старшем возрасте. Если у вас есть хороший вопрос, пожалуйста, не стесняйтесь задать его. Вы знаете, что ученые обычно отвечают на электронные письма, как только могут, если они получают заинтересованный вопрос. Что же, большое спасибо за то, что вы были с нами этим вечером. Это было просто очаровательное исследование Венеры, и нам открылись просто потрясающие возможности того, что может быть там в ее облаках. И спасибо всем, кто присоединился к нам. И я надеюсь увидеть вас на следующей публичной лекции. Так что большое спасибо. Было очень приятно.